Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и приветствую тех, кто в записи этот стрим когда-то будет смотреть. Привет, Игорь, если ты еще тут, и привет тем, кто, может, еще молча смотрит этот стрим, а в чате ничего не пишет. Сегодня у нас снова Hollow Knight. Снова Hollow Knight. А должен был бы быть, наверное, либо Резидент, либо заказная игра по иероглифам. Либо вообще сегодня у меня были мысли сегодня опять себе выходной сделать и опять не стримить сегодня вообще. Но что-то вот буквально вот где-то часик назад появилось сильное желание опять что-то тут побегать в Hollow Knight и поисследовать. И я подумал, надо за это цепляться, а то мы сейчас опять случайно его забросим на недельку где-то. А пока вот я вспомнил, как тут хотя бы играется, что тут, куда надо тыкать. Спустя неделю перерыва, и надо как бы немножко наверстывать. И вот на сегодня все-таки я выбрал еще раз Silksong. А вот следующий стрим уже 100%, вот я обещаю, будет, скорее всего, даже не Резидент, а как раз таки уже заказная игра. Потому что оттягивать это уже будет такой себе еще настолько дней уже. А Резидент всегда успеется. Тем более Резидент там, кроме меня, наверное, никому особо и не интересен будет. Так, привет, Игорь, привет еще раз, привет. Форма — это ужас, мы забыли уложить ее спать и купить стол. Какой ужас, кошмар, действительно забыли, да. На прошлом стриме тебя вот не было, и никто не напомнил, и вот забыли, да. Ну ладно, сегодня, надеюсь, не забудем. Сегодня надо будет сделать все красиво, да, вот так вот и уложить ее, и стол купить надо бы, чтобы еще бусины были там, все дела. Что ж, ладно, в планах у нас сегодня, как и понятно из названия, опять бегать по старым локациям, как и мы и бегали на прошлом стриме там в конце. Смотреть, где что мне открылось с помощью этого двойного прыжка или чего-то еще на старых местах. Может, в этих самых старых местах мы случайно, а может и не случайно, перейдем в какую-то и новую локацию, поэтому в названии написано «или новые локации», потому что мы вот вчера тоже вроде шли исследовать старое место, а пришли в ткачедом Атлы. Все-таки новая локация, хоть и маленькая. В доках вот это вроде считается теми самыми доками. Там внизу побегали, это еще ладно. А вот что сегодня будет, уже интересно. Там говорили, в дороге грешников есть проход куда-то. Тут мы в полях сейчас стоим, и я хотел с этого как раз начать. Там у нас справа тоже говорили, есть дверь, которая с помощью музыки открывается. Вот туда я решил, что сегодня мы в начале стрима и пойдем. А потом уже посмотрим. Может, в эту самую дорогу грешника, может, в палаты хоровые, там еще тоже что-то говорили есть. И так далее, и так далее. Поглядим, посмотрим. Привет, Гриша. Приветствую вас. Так, вроде я все сказал. Побежали через низ. Наверное. Как ваши дела? Как у вас сегодня настроение? Насколько вы сегодня настроены быть на стриме? Привет, Азель. Тебе тоже здравствуйте. Я до конца буду. Да, сегодня не спим. Не спим сегодня, значит, да? Значит, ночной стрим, разговорный, такой как позапрошлый по Hollow Knight. Сидим до 2 часов ночи по моему времени и либо занимаемся очень многими делами в игре, либо потом просто в какой-то момент положим опять Хорнет спать и будем болтать. Я был бы не против. Я только за всегда. Здравствуйте, Dragonfest. И вам здравствуйте. Вы у нас новенький? Или нет? Или я вас забыл? Здравствуйте, Надежда. Боже мой. Меня очень радует, что прям в самом начале стрима уже
народ подтягивается. А то я привык, что надо где-то, чтобы полстрима прошло, или где-то вообще под конец, и только тогда какие-то там либо новички приходят, либо просто народ любой приходит. Да, но новенький тогда, добро пожаловать. У нас тут не только Hollow Knight, но последний месяц был только Hollow Knight, но вот буквально... Буквально на последней неделе как раз было почти все что угодно, кроме Hollow Knight. Кому там Hollow Knight может надоел, то как раз в эту неделю отдохнул. А те, кто соскучились за Hollow Knight, то как раз вот дождались его. Вчера и сегодня. Не знаю, что тебе там больше всего интересно, именно Silksong или всякое разное. По ультракиллу вышел патч, оптимизирующий игру, так что сегодня я счастлив. А я счастлив, что вы счастливы. Ай-яй-яй. Пришли. Я 4-й пантеон выкладываю. Блин, а я еще 2-й и 3-й так и не глянул. Я счастлив, что прошел ХК на 100%. Поздравляем, поздравляем. О, кстати, пока я не забыл, пока в самом начале стрима, а то уже, я смотрю, новички приходят, кто-то может не шарить, что я в игру впервые прохожу и что спойлеров я не люблю. Сделаем так, как вчера сделали. Закрепленный коммент. Мало ли. Там чуть раньше еще одно место есть новое. Чуть раньше в этом поле именно. Кажется, вижу. Ладно. Если это оно, то оно действительно рядом. Так уж и быть. Я схожу туда. Так, товарищи в тряпках. Так, где-то тут надо мной, что ли? Да, ну. У меня сегодня нет настроения. Взять ничего, скорее всего, не буду. Не буду смотреть, но буду смотреть. В горле уже что-то неделю какой-то комок. Становится заметнее. Завтра в больницу. Надеюсь, мне не ГГ. Я не откисну. Так, что-то мне страшно стало аж за тебя как-то. Что за комки? Ну, надеюсь, все будет там у тебя окей. Нет. Ага. Ага. Ну, глядишь, на сегодняшнем стриме подымется настроение, может быть. Вчера, насколько я увидел, весь стрим после меня того босса бил. Ну, не весь, ну не весь. Ну, чё вы, ну не весь. Там я больше, мне кажется, застрял именно с теми типа боссом мобами.
чем с тем полноценным боссом, с этими братьями старшими. По-моему, я на них меньше времени потратил, чем на беганину постоянную к тем мобам. Да, я тоже надеюсь на это, но когда у курящего человека появляется какой-то комок в горле, это не значит ничего хорошего. Ну, рано паниковать, надеюсь. Так-то звучит действительно как-то подозрительно, но еще рано паниковать, как я уже сказал. Надеюсь, все будет нормально. И это ничего страшного. Просто осколки. Раньше времени не паникуем. Да, еще вообще ничего не ясно, просто какие-то там подозрения. И нечего себя сразу как-то нагнетать, там что-то настраивать себя как-то на что-то страшное. Так, куда я тут падаю? Мне не нравится то, что я не вижу, что там внизу, и тут везде вот эти ломающиеся штуки. А еще у меня одно хп. Привет, привет, Эмптис. Привет, ДСД. Ты вниз на одной маске, стальная воля. Ну так получилось. Но завтра опять же я в больницу. Но у меня врачи умеют только бумажки заполнять. Буду проситься на ФГДС, чтобы не посмотрели, что там у меня. Ну, держи в курсе. Если захочешь. Будем надеяться, ничего такого. Так, что у нас тут? Я этого не ожидал. Ой, тут. Ну блин. И хпшка на ровном месте. 4. Я сегодня закрыл ссылку на 100%. Ну что ж вы все такие стопроцентные, еще один. Не успел.
Рубль 2. Форма у тебя первым ХК 104. Тоже немало. Да. Я не то чтобы этим горжусь. Все-таки не максимум, но тоже неплохо, я считаю, да, неплохо. Мы там реально все, что могли, исследовали. И я оставил буквально самое душное для меня. А все остальное, что мог, все собрал. А вот в Силксонге я пока без понятия, как у меня тут все получится. Интересно, сколько тут процентов у меня будет. Буду ждать DLC и будущий босс Раш. Ну, я хоть еще и не прошел основную игру, но я тоже, естественно, жду. Заползает улитка в бар. О! Пошли анекдоты, что ли? Заползает улитка в бар. Бармен смотрит на нее и говорит: простите, но мы улиток не обслуживаем. Улитка, не моргнув глазом, отвечает: так, ждем продолжения. И делаем ставки. Это будет смешная шутка, смешной анекдот или шутка за 300? Ненавижу вот этих товарищей летающих. А как так-то? Ага. Блин. И добил его там этим амулетом. Продолжение следует. Так, улитка отвечает: ничего страшного, я просто посмотрю меню. Минут 40. Бармен, вздохнув, протягивает ей меню. Улитка изучает его 5 минут, потом поднимает глаз и говорит: ждем третье продолжение. О, а можно коктейль морской бриз? Бармен удивленно: вы же только что сказали, что будете смотреть меню 40 минут. Улитка пожимает. Я передумала. У нас улиток это бывает быстро, относительно. Хотите еще парочку подобных анекдотов? Улиток и быстро. Я понял. Так, я там пропустил еще пару комментов от вас. Я решил пока не трогать Silksong до момента, пока не выйдет DLC. Пока не наиграюсь в одну другую игру. Я понял, какую. Самая сложная арена для меня. Ну, мне тоже пока как-то не очень. В целом не люблю вот так вот по стенам как-то отпрыгивать. Еще с этим диагональным ударом. Хотя с вертикальным, мне кажется, будет еще мне сложнее и непривычнее. Теперь уж. Попробуй подойти к двери в конце локации. А мы подходили. И открыли ее уже даже. Мы туда и шли, да, но потом отвлеклись на это место. Но туда мы тоже еще сходим. Зато интересная арена. Как бы мы на ней не застряли, как вчера с этими мобами. Зато эпичная. Ну, не скажем почему. Не скажем, не.
Дубль 3. Ну, офигенное начало. Благо этот амулет мне будет помогать. Ой, как плохо. Очень плохо это было. Ой, очень плохо. В прошлый раз получше. А все потому, что данные удалены. Именно так. Бежать туда еще не то, чтобы близко. Я, может на лавочку поближе надо было сесть все это время. И как я не догадался, елки-палки. Возьми колокол от огня. Точно. Я же его снял в прошлый раз. Приходит паук в парикмахерскую. Так, я лучше подожду полный анекдот, а не по частям читать. Пойду покушать себе принесу. Давай, мы тут, наверное, надолго все равно. Хотя, может, ближе будет еще с той лавочки, которая правее. Он полный? Уже? Приходит паук в парикмахерскую и говорит: постригите меня, пожалуйста, но только аккуратно. У меня 8 пар глаз, и все очень критичные. Парикмахер в шоке. Во-первых, у вас не 8 пар, а 4. Во-вторых, у пауков вообще нет глаза, а глазки... Паук гордо. Ну вот, уже начали критиковать. И, пожалуй, пойду в другую парикмахерскую. Ох уж эти критики. Критичные. Так, вот отсюда будем бегать. Только каждый раз дверь открывать. А, понятно, лучше через верх.
О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. Я понял. Перелёт. Блин, опять заново. Надо было направо. Да. Вот это эпик. Ну, теперь как я к этому хотя бы буду готов. То тут целую попытку, можно сказать, потратили из-за того, что было неожиданно такое увидеть. Потом еще по пути разобраться, куда там надо было прыгать. Ну, естественно. Что, почти долетел в прошлый раз? Вроде потому, что кокон прям тут сам, на самом верху был. Новичок Силксонг спрашивает ветерана, как победить этого босса? Он слишком быстрый. Ветеран, не отрываясь от экрана, просто запомни 3 правила. Уворачивайся, парируй, повторяй. Новичок, но я уже умер 20 раз. Ветеран, спокойно, видишь? Ты уже освоил повторение, осталось 2. А это смешно, это да, это в нашу тему. Это мы одобряем. Вопрос, повезет ли мне в этот раз тут так с мобами. Нет. В прошлый раз кое-как получилось, но потом было неожиданности в другом. А теперь вопрос, когда у нас получится снова тут с мобами нормально разобраться. Я тут ем горячую собаку с чаем. Горячую собаку. Мы, естественно, поняли, но еще такой формулировки я давно не слышал. Сначала даже озадачился на секунду. Так, видим следующий анекдот. У нас сегодня прям день анекдотов. Ну, что это было? Опять я нажимаю на диагональный удар, он
нажимается как будто в бок, а не по диагонали. Что так я люблю. Ай. Ну, естественно, я так и знал, что рано или поздно я попадусь на вот эту фигню. Окей. Не то нажал. Нормально. Плохо. Так, сейчас начинается, да? Да, начинается. Так, аккуратно и внимательно. Не успел, вот. Давай, 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 давай. Что? Куда? О. О. Последняя часть. Вот это да. Вот это было круто. Вот это было классно. И награда стоящая. 7-й черепок. Аллилуйя. Я прям аж напрягся. Боялся, чтобы опять все заново. Не это самое тут. Так, я так понимаю, анекдот уже закончен. Итак, паук-ремесленник рекламирует свои товары. Лучшие шелковые нити в королевстве. Прочные, легкие, идеально подходят для метания и создавания ловушек. Покупатель жук. А можно их использовать для шитья платья? Паук озадаченно. Теоретически. Но тогда вы рискуете случайно пришить себя к потолку во время примерки. Это мы можем. Куда дальше? Вот сюда. Все, с этой штукой поразвлекались. Эпично было, да вообще. Нервишки пошалили. Но награда была стоящая. Последняя часть для маски. Теперь у нас еще одна хпшка, это круто было. Оно того стоило. Теперь сюда, наконец-то. Так, это я уже могу менять. Сейчас будем смотреть, что у нас тут. И что это?
надо что-то как-то правильной последовательности, что ли? Или как-то очень быстро? Ага. Надо было просто быстро. Скорошелковые анклеты. Желтый амулет. Так. Экспериментальное изобретение ткачей. Использует шелк владельца для увеличения скорости бега. Ну почему такая фигня постоянно в желтых этих самых? Хотя, может, это и не фигня, я не знаю. Но мне пока не хочется ее сразу бежать одевать. Тут еще не все. Нет. Назад так не работает. А если что-то на потолке, если где-то скрытые стены, то я их не вижу. Тут еще не все подумай, что тут можно сделать. Еще быстрее. То есть прям этот амулет как раз надеть. Отвар и вот эта штука, которую ты подобрал. Отвар еще. Это который вот этот. Скорость передвижения. Угу. Это R1 плюс вниз. А эту штуку не надо никак активировать, она сама по себе. Так, еще один анекдот там был. Доктор, у меня синдром Hollow Knight Silksong. Что это значит? Я вижу любую вертикальную поверхность. И сразу хочу по ней карабкаться. Вижу цель, пытаюсь туда пролететь. Пролезть. А вчера пытался атаковать муху иглой. Шелковой нитью. И что сделала муха? Она открыла карту и поставила метку «Босс». Это тоже в нашем стиле, это тоже я одобряю. Амулет для мяса зато. Да, но только это мясо у нас еще очень не скоро будет. Еще быстрее, быстрее, еще быстрее. Вот это мы дали жару. Аж непривычно, слишком быстро. Ага, еще один. Еще одна эта штука для продажи. Руна, на которой изображены ведущие из Фарлума пути. Все. Это лорный намек, что ткачи ушли так. Лор, значит, у нас тут. Справа там какая-то прям пустошь. Слишком тихо. Тут все. Ясненько. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Карту обновили. Теперь меняем обратно эти штуки. Привет, Ренок.
Так, ладно, у нас тут все. Там у нас все. В дальних полях что у нас еще есть? Есть ли? Судя по карте, я больше нигде ничего не вижу. А в доках? В доках мы в прошлый раз там вроде все исследовали. Внизу, по крайней мере. Наверху не уверен. В костяке я смотрел, там все. В шестом гроте все, там все. В панцирном лесу. Вроде тоже все. В ступенях. Вижу одно место. Два даже места. В ступени вернемся, что ли? Вижу, там один есть проход наверх прямо возле босса, где был судья. И слева от метро есть что-то наверх. Или если я туда еще не могу попасть, то можем туда не идти. Как тебе игра? Игра божественная. Я прошел с удовольствием первую часть, и эту теперь с таким же удовольствием прохожу по полной программе. Если что, я помню, что у нас с дороги грешников есть еще путь в какую-то, не знаю, новую локацию или просто какое-то место интересное, о котором еще Азель говорил на прошлом стриме. Это я помню, но я смотрю еще другие места, где еще я могу куда-то пойти. Вот в ступенях, например, в нижних цехах. Еще вижу возле лавочки снизу, вот налево есть что-то. Может, там что-то открылось. В палатах там вообще куча всего. Возле босса прохода нет, хоть он и на карте обозначается. Странно. Прям обозначается, да, как будто там можно наверх как-то подлететь. А как же огромная локация, пропущенная посередине? Не понимаю, о чем вы. Нам сначала бы старые досмотреть до конца, а новые, как я уже говорил вчера, мы всегда успеем. Подсказать немного, просто сам ее прошел на 92% с третьим актом. Смотря что ты хочешь подсказать. Вот то, что я только что спросил, вот это можно подсказать. Вот насчет ступеней и насчет тех проходов, могу ли я туда сейчас пойти, или там, может, тупики мне еще пока не открыты. Насчет других локаций, где мне что-то открылось в новых проходах, например, с этим двойным прыжком или с крюком, где я еще не был, вот судя по карте. А если что-то сюжетное или связанное с новыми локациями, на которых я еще не был, то, наверное, лучше не стоит советовать. Закрепленный комментарий все обозначает. Это не значит, что он бессмысленен. Просто разработчики странно сделали тут. Левее цехов врата, ты там был, просто карту не купил. Вот там, где я как раз говорил лавочка, левее есть проход. Так, ну ладно, пока в этом это. Так, я еще это хотел вроде испытать как-нибудь. Я пока иду обратно к метро. Когда стрим Лего Сити? Ну, через пару дней, наверное. Не понял. Я не был, что ли? Тут я не был? Вот это поворот, свиток. Вот вам и раз. Про такие вот секретики я и говорил, которые я пропустил и сам этого не заметил. Посмотри на червоточину, там есть дверь, если ты ее не заходил. Я на прошлом стриме еще туда ходил, но там нужен ключ.
У меня ключа нет. С помощью игланчели открывается? Нет, там не игланчель, там как раз ключ нужен. Ну, если ты про ту дверь, про которую я думаю. Кстати, пока я не забыл, опять-таки свою новую какую-то маленькую традицию буду начинать всем напоминать. Ненавязчиво ставить лайки. Кто-то, может, хотел, но забыл. Напоминаю. Мало ли. Поточных ступеней. Так, это я прочитал. Ключа нет у нас. Ага. Именно так. Так, остальное я прочитал. Бледный король сидит на троне и задумчиво смотрит вдаль. К нему подходит советник. Ваше Величество, у нас кризис. Чума распространяется, подданные паникуют, ресурсы на исходе. Что будем делать? Бледный король, не меняя выражения лица, добавим еще одну комнату с шипами на пути к тронному залу, советник. Простите? Так мы отсеем тех, кто недостаточно предан, и заодно сократим количество советников с плохими новостями. О, шутки про путь боли, это, наверное, мое самое любимое будет. Про дворец, про путь боли, это да. Кстати, эта тетка тут ничего нового нам не скажет, мы к ней уже 100 лет не заходили. Поведай мне же о своем путешествии. Я смогла подняться высоко, увидев и саму цитадель, и ее состояние. Это место мертво, причем уже много поколений. Ныне это лишь позолоченная усыпальница, утонувшая в обрывках шелка. Что касается прислужников цитадели, которых заставили меня схватить, я теперь ясно вижу причину их единства и источник их странной силы. Они лишь оболочки, прочно привязанные к тому, кто ждет на самом верху. О, ну надо же, ты сумела разглядеть истину. Подобралась к ней гораздо ближе, чем даже я бы осмелилась. Значит, у тебя хватает выдержки на то, чтобы справиться со столь глубокими материями. Что ж, тебе лучше продолжить путь. Ты явно планируешь заварить серьезную кашу, и мне не хотелось бы, чтобы все случилось прямо у меня под боком. Починить ткань, заштопать, сшить. Ты ее сестру находил? Нет. Вроде с костяного пагоста попасть можно. Бледный король любит пилы больше, чем своих детей. Это мы уже видели, да. Он любит боль. Так, лучше я пойду через низ, а то сейчас буду еще подниматься тут 100 лет. Два стража шепчутся у входа в храм Черного Яйца. Слышал, бледный король вчера провел совещание. Да, и что? Он говорил 3 часа.
Никто не произнес ни слова. Так а в чем суть совещания? В том, что все почувствовали тяжесть молчания и поняли, если он захочет, может заставить целый зал молчать 3 часа. Это была демонстрация власти. Понятно. А что решили по поводу ремонта моста? Какой мост? Мне кажется, ты локу червоточных не найдешь. Кто ж его знает? Так, Ира, не бушуй. А, вроде я тут был. Вот только вот тут подняться наверх не мог. О. О, здрасте. Эй, а что это такая расфуфыренная жучиха выискивает в уютном уголке Гриндла? Прослышала, что у нас есть кое-что ценное, да? Охо-хо, но сюда и правда попадает немало лакомых вещиц. Меня мало заботит, каким образом ты добыл свои товары, вор. Если у тебя есть что-то достойное обмена, я готова расстаться со своими бусинами. Что уж, от честного обмена мы никогда не откажемся, хе-хе. А теперь взгляни, что у нас имеется. Вот это цены. Метка вора. Покажи всем, что ты из воровской братьи. Собирай больше бусин. Это для фарма, ясно, понятно. Доставатель. О, обломок катушки. Вот это я бы взял. Цилиндр. Это для того товарища в этих катакомбах или что? Набор умельца. Ну и четки. Что там у тебя, дружочек? То есть у тебя мое, любовь моя. Щелк-щелк, какая красота. То есть у меня мое, любовь моя. Пещерах для нас полно наживы. То есть у тебя моя, любовь моя. Давай сюда, давай сюда. Я понял вас. Торо, Торо. Денег нет, но вы держитесь. Как он не найдет? Его мы найдем. Слышу блоку. Пойдем. Ау! Мы, кстати, на прошлом стриме половину и вроде их нашли, кто-то говорил. Значит, мы можем вернуться к ним и что-то получить, наверное. Так, в ступенях теперь все, да? Раз вы говорили, там путя нет. Пока что, значит. Блоху забрали. Торговца открыли. Можно уходить. Где там блохи? В Звонвилле. Справа. Привет, хорошего стрима. Я прошел 10 минут назад 5-й пантеон. Так ты же уже заходил, Эмптис. Здоровался. Или нет? Ну привет еще раз тогда. И поздравляю с прохождением. Новичок Hollow Knight спрашивает ветерана. Говорят, есть какой-то путь боли. Это правда так сложно? Ветеран устало, потеряя лоб. Но представь себе место, где шипы не просто ранят, они насмехаются над тобой. Где каждый прыжок — это лотерея. Либо ты допрыгнешь, либо услышишь знакомый звук смерти в 10-й раз. 10-й раз. 10-тысячный раз. Да, ачивка была наполовину блох. Новичок, и что? Там есть какой-то секрет, чтобы пройти?
Ветеран, да, секрет в том, чтобы перестать считать смерть, иначе сойдешь с ума раньше, чем дойдешь до конца. Чё нового? Стол 380. Вот нам в конце стрима надо купить стол. Ничего не знаю. Светильники, лак, картин нет, к сожалению. А это на прошлом хотели еще. Да, вот забыли. Только посмотрите, сколько жизнерадостных блох примкнуло к нашему каравану. Благодаря вашему мастерству следопыта наши ряды неустанно множатся. Быть может, со временем мы даже сможем сравниться с легендарными караванами прошлого? Мне отрадно видеть здесь столько спасенных блох, сударь. Их игривое веселье свидетельствует о том, что вы достойный предводитель этой растущей компании. Какие добрые слова, сударыня Хорнет. Как же нам повезло встретить столь честного друга. Но сейчас нам пора вновь отправляться в путь. И шестые пустоши принимали нас достаточно долго. Пора подняться выше, к пещерам, где будет хотя бы не так сыро. Верная подруга Блох, не соблаговолите ли вы присоединиться к нам в этом новом путешествии? Давай. Интересно, куда вы там отправитесь? Чудесно, чудесно. Блохи будут скакать от восторга, когда узнают, что всеми нами обожаемая спутница вновь составит им компанию. Что ж, отправляемся. Ау-ау-ау-ау. Целый караван блох. Так, что-то я это место не узнаю. Сейчас проверим. Еще одно путешествие позади, и у нас новый лагерь наверху, прямо у порога могучей цитадели. Ни больше, ни меньше. К счастью, все ваши спутники выдержали этот трудный переход. Блошиный предводитель и воющая гряда неподалеку, и дремучий лес перед ней забрали жизни бесчисленного множества жуков. Поистину, это был опасный подъем. Быть может, ваше присутствие принесло нам удачу, сударыня Хорнет? Мы, блохи, чувствовали себя спокойнее, зная, что вы и ваше оружие рядом. Ах да, и прежде чем дорога вновь поманит вас вдаль, позвольте мне преподнести вам скромный дар. Один из малышей нашел этот бледный артефакт, копаясь в песке. Колючая и холодная вещица. Мы, блохи, не знаем, что с ним делать, так что безмерно рады и даже горим желанием вручить его нашей дорогой подруге. Еще одна катушка. Вот это я понимаю, вот это я доволен. В нашей компании примкнула необычная блоха. Мы рады каждому, но есть в этом новичке что-то такое, от чего у меня шерсть встает дыбом. В его повозке можно попариться, но за каждое посещение он просит целую кучу бусин, коих у нас блох всегда раздвое обчелся. Неужто за нашу компанию и безопасность, кою сулит наша немалая численность, нам не полагается скидка? Мы останемся тут на некоторое время, сударыня Хорнет, и будем молиться, чтобы еще больше потерявшихся блох нашло к нам дорогу. Те, кто мне встретится, я направлю к вам, блошиный предводитель. И снова здравствуйте, сударь. Вижу, вы благополучно присоединились к каравану. О, да, все благодаря вам, дорогая сладкая моя. Хе-хе-хе. Блошиный предводитель, этот старый зануда, настаивает, чтобы я называл вас сударыней Хорнет, но столь колкое имя плохо сочетается с вашей изысканной красотой. Можно ли мне называть вас как-то нежнее, дорогуша, например?
Например, нектарной сладостью. Guinea. Нельзя. Зовите меня по имени или никак. Краток, конечно, конечно. Хе-хе. А теперь я поведаю вам свой маленький секрет. Моя повозка, знаете ли, служит еще и умиротворяющей купальней. Весьма изобретательно, на мой взгляд. Вода внутри обжигающе горяча и чиста, как молитва. Хе-хе. Я бы с превеликим удовольствием позволил вам понежиться в ней за умеренную плату. Ну-ка, ну-ка. Спасибо вам, спасибо. Я буду бережно хранить свои и благоухающие бусины. А теперь прошу вас, не стесняйтесь, ходите. Это мы тут шелк могли бы восстановить. Если что, вдруг. Правильно? Но он у меня и так уже... Ты что, вообще офигел там? Видели? Че? Извращенец. Доречно, дорогуща, додечно. Хе-хе. Вернулись, чтобы воспользоваться Павловской купальней Крата. Я поддерживал в ней обжигающее тепло специально для вас. Вот бы она ему дала пощечину, ту самую легендарную. Какая жалость. Полагаю, вы бы нашли воду внутри восхитительно успокаивающую, если бы только соблаговолили придумать. И что захотел? О, мы прямо у поточных ступеней. Погодите. Это арена с судьей? Точно. И раз мы тут, я хочу глянуть как раз вот этот проход типа наверх, который вроде есть, а вроде его там и нет. Ну да, ничего тут нет, странно. Скрытых стен тут нигде нет. В тех ревущих песчаных землях было полно опасностей. Мы едва не потеряли Варгу, когда поднимались. Еще немного, и голодные черви стапали бы беднягу. К несчастью, он все еще сможет сюда добраться. Хар. Да шучу я. Грискин и Варга — неразлучные друзья, как и все блохи. Повезло вам, сударыня, Урнет, что у вас нет шерсти, как у нас. Песчаная пыль постоянно под нее забивалась. Большие врата. Вот про эту локацию ты говорил, Игорь, что у меня от нее карты нет. Но я тут был. Эх, класс прохождения. Что ты имеешь в виду, класс прохождения? Играет Гром. Привет тебе. Так, вы тут много чего написали, я смотрю. Нет, я их придумаю из собственного прохождения. Правда? Ау! Шутки, есть ощущение, что ИИ плюс грамматика там хорошая, а у тебя обычно хуже. Интересно. Он же сегодня у нас впервые. Да. Он еще говорил, что он у нас новичок. Что значит обычно хуже? А, прошлое сообщение? Так, это понятно. Нашел этот момент, сходи еще раз и ударь его. А, этого? Банщика? Да, я его сейчас ударю. Нет? Я бы ударил. Плоха перевеликая, о да, о добрый отважный крот, что ждет в конце пути, веточ для всех блох. Присоединяйтесь, мы идем куда захотим, о добрый отважный крот.
И все блоки там аукают. Ау, 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 ау. Они все почти одинаковые поют. Прям зверинец блошиный. Ударь его внутри колокола. Блин, я вот в чат сколько-то времени не смотрел и уже, наверное, пропустил, о ком вы говорили. Сходи еще раз и ударь его. В баню, в смысле, сходить еще раз? Вы о нем говорите? Еще 10 бусин потратить. Да, тут карту купи. Внутри здания надо. Окей. Какие же бложки классные. Согласен. Это был последний анекдот. Привет, Infernal Cat. И спасибо тебе за подписку на прошлом стриме. Так, последний анекдот. Бледный король осматривает путь боли. Что-то не так, слишком легко. Страж, дрожа. Но ваше величество, тут же шипы, ловушки, пропасти. Бледный король взмахивает рукой. Добавим еще один участок с невидимыми шипами. И пусть следующий прыжок будет на движущуюся платформу. Страж, слушаюсь. А если кто-то все же пройдет? Бледный король с легкой улыбкой. Тогда я дам ему медаль и отправлю обратно. Показать другим, что это возможно. Кошмар. Пока вы купаетесь, я буду стоять здесь на страже. Да ты что? Попал. Ага, вот так тебе и надо. Говнюк. О, как же больно. Такой гнев из-за какого-то недоразумения. Бедный малютка Крат вовсе не хотел подглядывать. Эта старая повозка нуждается в постоянном уходе. Я всего лишь чинил ее. У меня и в мыслях не было вторгаться к вам. И я почти ничего не увидел. Не лги мне более, блоха. И возблагодари судьбу за то, что еще дышишь. И знаю, если попробуешь заглянуть еще раз, тебя ждет смерть. Ну конечно, Крат никогда на такое не пойдет. Позвольте считать этот инцидент забытым. Вы навеки останетесь моим самым дорогим гостем. Недоразумение, драгоценнейшие гости. Это никогда больше не повторится. Это никогда больше не повторится. Эй, тут блоха уснула на моей лавочке. Лавочку заняли. Можешь ее дальше бить? Туда тебе. Туда тебе. Туда тебе. Теперь и можно играть в баскетбол прекрасно. Так, теперь где-то тут карту надо купить нам. Вот тут, наверное. И бусин хватает даже. Карта больших врат. Вот. Такая малюсенькая карта. Я думаю, будет не хватать. Я бы не удивился, если честно.
Так, а еще одну вот эту штучку продавал тот вор. Это я запомнил. Ну, блин, нам бусины и на стол надо, и на это, и на то, и на сё. Бусин нет. Где бусины брать? На крайний случай у меня есть одни четкие, конечно, но это прям на очень крайний случай. Так, надеюсь, больше тут ничего. Реликвий много. Ну как много? 4 штучки. Кому их продавать надо было, кстати? Я этим еще ни разу не занимался и даже не помню, кому это надо было. Звонили? Давайте, если у нас тут все будет в этих больших вратах, сгоняем опять Зонвиль. И там проверим хотя бы цены, сколько там за них дают. Нет, там я буду отталкиваться, что может сейчас купить или на потом иметь в виду. Тут есть секретный проход. Я весь внимание. Пока я не ушел отсюда. Давайте, давайте. Около самого верха. Блин, опять подниматься наверх. Прям тут где-то или на этих платформах? Только в цитадель проход. А он меня открыт. Ниже и правее. Тут где-то. Чуть ниже на уровне платформы. Угу. Правее. Финал, что ли, скрытый? Блин, опять я внизу. Где тут правее? Первое? Блин, я же проверял вроде. О, нашел. Опять эта фигня. А, это просто шорткат или... Я тут еще не был. Нет, я тут еще не был. Все. Открыли. Хорошо. Шорткатик еще один. Моя любимая локация. Так, ну что ж, тогда... Я хотел в метро пойти, чтобы проверить цены в Зонвилле, но раз уж до метро сейчас бежать далековато, до любого ближайшего, может где-то у нас тут есть
близко от меня еще какие-то места, в которые можно было бы сходить. Вот, например, я вижу направо от лифта, вот прямо возле надписи «Хоровые палаты» есть проход направо там какой-то. Может, там я могу попасть? Или в цехах, может, где-то что-то. Хотя вроде там я ничего не вижу, вроде. Есть один интересный ключ. Если это... Есть там ключ у меня. Белый ключ и ключи из плиты. Больше никаких ключей нет. Вот, да, белый ключ есть. По-моему, мы его уже давным-давно нашли и так нигде и не использовали. Это мы какие-то простые ключи вроде использовали, а вот белый нет. Ну тогда можно. Раз уж мы тут, то до ближайшего метро далеко. Так, большие врата, теперь точно все. Тогда да, есть куда идти. Тогда я весь внимание. Куда музыка пропала? Верните. А тут шелк не восстанавливается. Ну как так-то? Кстати, а тут я был. Ну тут тупик. Как ты и говорил, направо от лифта. А, ну прекрасно тогда. По пути немножко пофармим. К лифту этому я по-прежнему попасть не могу. У разработчика Ультракилла саундтреки новых уровней вышли на канале 20 минут назад. Нужно будет переслушать как-нибудь. Это да. Не-не-не-не-не, не трогай мои нити, мерзавец. И смотал. Вот ведь гад. Ну, уже 180. Такое довольно-таки приятное для меня место фарма. Так, а вот и это место пришли. Вот и ключ. Белый замок. Угу. И лавочка. Очень кстати.
Так, я где-то между цехами и палатами. Белые покои. Ну, хоть не Белый дворец. Так называемая дурка. Прекрасно. У нас в резиденте лечебница типа дурки. И тут дурки. Мало мне было одной лечебницы. Затейливый замочный механизм. Ключа которой у меня нет. Самое зловещее место в игре. Ну, атмосфера тут такая. Неприятная. Не именно в смысле мерзко, как, например, те же тоже гнездо из первой части, или как она? Дорога грешников. Не мерзкая, а прям реально какая-то атмосфера криповая такая, я бы сказал. Как будто немножко хоррора у нас сейчас будет. Так ты же говорил, что там был последний анекдот. Бледный король говорит полому рыцарю: ты должен стать защитником королевства, а ты избранный. Полый рыцарь молчит. Ты понимаешь свою миссию? Полый рыцарь кивает. И что ты скажешь своему народу? Какое послание принесешь? Полый рыцарь задумывается, а потом медленно пишет на стене. Бледный король вздыхает. Ладно, я сам придумаю речь. Ну хотя бы кивай убедительней. Да. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. И киваем. Там какой-то сумасшедший доктор, наверное. Это уже проход в другое место. Приказ для хора. Распоряжение из цитадели. Никогда блестящая печать на нем со временем поистерлась. Артефакт из далекого прошлого Фарлума, который может заинтересовать обитателей древностей. Еще одна древность. Понятно. Зомби. Ты что за зомби? Ты же миллионер, просто не знаешь об этом. Я? Миллионер в чем? Тя-тя-тя-тя-тя. Еще и вилку потратил. Так, это шорткат. Это прям самое начало, мы вернулись. Тогда нам сюда. Миллионер в смертях? Ну, разве что так, да. Бусиный миллионер. Ну, это было бы уже получше, да. В игре. Ну, понятно, что в игре, где же еще? Доктор, у меня проблема. Я все время чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Доктор, опишите кого-то. Этого кого-то. Высокий, в маске, молчит.
но взгляд такой, будто оценивает, сколько ударов гвоздем мне понадобится, доктор. Доктор бледнее. О, это не паранойя. Это полый рыцарь патрулирует район. Советую просто кивать ему при встрече и не делать резких движений. Мне интересно, ты только у меня на канале прям пошел ва-банк по анекдотам, или ты не только ко мне, а ко многим каким-то подобным стримерам заходишь и я свои коллекции анекдотные выкидываешь? Кстати, вспомнил тут информацию. Полый рыцарь это не ГГ ХК, а тот, о ком была запечатана лучезарность. Это что-то из разряда теорий? Или прям официальное что-то? Поэкспериментируй с лифтом, тебе понравится. Точно? Ко многим. Вот почему-то мне так и казалось. Зачем я это сделал, вопрос? Наэкспериментировался, да? Что-то должно было поменяться в этих экспериментах. Стань ниже лифта. Тут. Не понял, что вы от меня хотите. В конце трехконцовок он тоже полый рыцарь. В плане названия не про ГГ, или именно полый рыцарь это не ГГ? Так, понятно, пошли какие-то прям серьезные теории, походу. Сделай так, чтобы ты был ниже лифта. Гениально. Это надо, чтобы он был тут, а я как-то снизу к нему пропрыгал. Как я иначе вниз теперь попаду, если не на лифте, собственно? Если я не успеваю из него выбраться, пока он не поедет. Ай.
Конечно, конечно. Я в падении нажал хилку, и она не захилилась, и нити мои потерялись. Ну что это за фигня? Так, мне надо его наверх вызвать и улететь сюда вниз бегом. Так, он не вызвался ни черта. Так. Ой. Или мне сюда вот надо заглянуть. Ага. Угу. Просто вниз все. Прекрасно, чудесно, прекрасно, великолепно, невероятно. И это мне действительно понравилось. В школе насекомых учитель спрашивает: дети, кто нам расскажет, что такое пустота? Муха тянет лапку. Это когда у меня в желудке после обеда? Комар. Это когда в банке нет меда. Полый рыцарь встает и молча смотрит в окно. Учитель, вот. Именно это я имел в виду. Садись 5. Так, в остальном у вас там обсуждение ГГ, не ГГ происходит. Как вы можете знать, данные удалены. Первый раз проходишь? Так точно. Погоди. Модель цитадели. Так, карта. 70 бусин. Давай сюда. Карта белых покоев. Отлично. Прекрасно. Погодите. Судя по карте, сначала сюда надо. Тут тупичок какой-то. Кем-то интересным, скорее всего. С очередной вот этой фиговиной, походу. Да, шелкоед еще один. Ну ладно. Хотя бы так. 8 уже. Тебе сказать, где ключ от босса в этой луке? Нет. Видишь закрепленный комментарий? О! Ух ты, он еще высоко бьет. Прекрасно. Сорян.
Еще один. А, вот это плохо. Плохо, плохо. 30 бусин за него дают. Нормально. Теперь знаешь, что надо искать ключ. Ну, да. Ну, пока ничего страшного. Главное, что я не знаю, какой босс. Босс слон. Это я в курсе. Что финальный босс слон. Мы это уже обсуждали. Так, я слышу наверху где-то звук. Знакомый. Угу. Повязка. Это синий амулет. Ускоряет связывание. Связывание это что? Это когда я хилюсь? Ускоряет отхиливание, что ли? Да ты просто данные удалены от этого босса. Но ведь он реально что-то там. Хил? То есть реально ускоряет хил. И опять синие. Ну блин, почему все классные амулеты именно синие? Почему желтые? У меня 3 ячейки на желтые и все такое себе. Ну, придется на лавочке протестировать, взять. Насколько именно быстрее оно будет или теперь. В первой части, помню, подобный амулет был очень полезен. Некоторная повязка имба с мультисвязывателем. Мультисвязывателем. Еще какой-то амулет. Или у меня такого еще нет? Наверное. Ускоряет без подвоха даже. Ну, вопрос, насколько ускоряет. Если как в первой части, то круто, наверное. Будем его носить дальше. Ау. Так, по-моему, там наверху что-то было. Или по карте. Но я там ничего не нашел. Ладно, уже не важно. Как-то раз улитка заходит в бар и говорит: дайте пустое ведро и побыстрее. Бармен отвечает: а зачем вам пустое ведро? Улитка отвечает: там лучезарность тонет в пустоте. Ты не купил еще, но уже можешь. Я много чего не купил. У меня бусин на все просто вообще нет. Там столько всего я могу Я могу это слово сказать или нет, господи? Напокупова. Что происходит? Что со мной? Что со словом таким этим? Да. Короче, вы поняли. Ой. Напана вот это вот.
Оу, засада. В сторону. Всем пока. И тебе давай удачи. Спасибо за анекдоты, спасибо за то, что был с нами. О! Тут я был. Все. Белые покои тогда изучены. Так, карта обновилась. Да, тогда все. Вроде бы. Всем снова Ку. Привет, Леха. Расскажи-ка про покупочки мои. Прям скороговорки. Ты половину пропустил. Что? В смысле? Я там все вроде исследовал. Где там что я еще пропустил? Белый покой не все. Ну и вопрос, как мне обратно туда попадать, ведь этим же путем, по-моему, я уже не смогу забраться. Ну тем более тут уже закрыто. Угу. Опять заново все оббегать аж с той стороны. Кошмар. Там потолок. О боже. Прокоп полол укроп, полол и пропалывал. Да-да-да. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Корабли лавировали, да не вылавировали. Разбирайся пока с архитектором. Каким архитектором? Вот этим NPC, который рядом со мной. Или кто это такой? Я, если что, к нему уже приходил. У меня нет денег, чтобы что-то у него покупать. Это мне надо сейчас направо как-то опять к звонкому узлу, что ли, идти, чтобы к ближайшему метро добраться. Тут небольшие важные взрослые дела были. Да вы что? Можете сказать, что у вас, но у меня со вчерашнего стрима ничего. Вот про корабли я не смогу, букву Л не выговариваю. А у меня про покупочки вот проблема возникла внезапно. Проблемы со словами. У кого как, да. У кого какие определенные буквы там или слова. Запомни тогда, ключ у него важен для контента. Я, кстати, не помню, что у него там продается. Сейчас еще раз надо, наверное, глянуть. Мастер, я ищу мелодию, хранимую в вашей серии. Часть последовательности, что открывает путь к вершинам цитадели. Можете научить меня ей? Нашу мелодию? Я помню, да. Такая мелодия действительно когда-то существовала, но ее звучание, увы, утрачено мной. Слишком долго длился мой труд. Запись о ней стерлась из моего разума хранилища. То же произошло и с многими другими вещами, воспоминания поблекли. Но ты все еще можешь услышать ее. Наверху нашего механизма есть устройство, система, почти завершенная.
Древняя конструкция для воспроизведения прослушивания нашей песни. Ее нужно лишь привести в рабочее состояние. Так, колесо, обод, корсет, набор умельца, ключ архитектора. Кстати, я могу его купить или нет? Нет, не могу. Хотя бусин хватает. Найдите инструменты, чтобы доказать свое мастерство. 4. 4 инструмента. Прекрасно. Корабли лавировали, да не вылавировали. Ну да, у меня вот наоборот с этим вроде проблем нет. С чем-то другим, на удивление, может быть. Могу предложить пойти к песне архитектора. У меня много предложений было. Поступало, точнее, ко мне много предложений. Буквами легко выговаривать. Буквами-то да, вот ртом. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Советую NPC все скупать по возможности. Гениально. Были бы деньги на все это, чтобы все это скупать по возможности. У меня приоритеты всегда есть, что более важные, на что в первую очередь тратить бусины, чтобы скупать, а не все сразу, все, что видишь. Потому что что-то из этого тебе вообще не пригодится в ближайшем будущем, а то, что тебе пригодится, на это у тебя денег не хватило. Потому что ты скупил все, что вот первое увидел и бегом-бегом побежал покупать, не разбираясь, нужно оно сейчас или не нужно. Так, короче, возвращаюсь к ближайшему метро, чтобы что-либо... Или либо можно опять пойти в белые эти покои, эти самые. Попытаться доисследовать их, что я там, где еще пропустил, вы говорите. Или, как я и планировал, на метро поехать в Звонвиль и там посмотреть цены на древности эти самые, хотя бы посмотреть. У нас есть приоритеты сливать бусины на паркуре. Все правильно. Никому не говорите. Чего вы сразу палите контору? Тогда по пути в Звонвиль сходи и отдай старевщику предметы. Если все песни собрать, то можно один бой забавный пропустить. А мы бы не хотели ничего пропускать. Ни в коем случае. Прекрасно, тут везде ведь закрыто. Значит, не сюда. Не сюда моя дорога лежит. Ай. Ладно, пойдем через право. Более трудным путем, наверное.
куда, кстати? Никуда, ладно. No. Так, вот мы снова тут. Надо было лифт оставить внизу. Вы пока заранее напишите, какой я потолок где там пропустил. А, я вот тут, во-первых, пропустил что-то. У меня ключа нет. Надо бы тут, наверное, булавку поставить даже. Метку. Вот так. Вот тут ключ какой-то надо будет. Ой. Мини-игра. Нужно сообщить всем игрокам что-то, не выдавая это стримеру. А можно забить и ничего никому не писать. И хранить тайну. Пусть сами догадываются. Так, вот сейчас внимание, где что я пропустил? Дальше или где-то тут?
Правее. Опять эти. Где-то, в смысле, скрытая стена на потолке. А, или вот тут. А, о, понятно. Это имели в виду? Больше ничего там внизу. Надеюсь. Ладно, сначала налево. Ой. Куча мусора на меня накинули. Ключ хирурга. Опять зомби. Вот это как раз надо, этот ключ вон в то место, где я поставил метку. Правильно? Клятва белых покоев. Доколе звучит священная песнь, каждый должен непоколебимо продолжать свое служение. Немощь, болезнь, смерть. То есть и изгнанные из стен нашей цитадели. Так, тут просто лор, походу. Ай-яй-яй. Да, тогда идем назад. Я это место под конец игры нашел. Мой любимый перс пафосен, харизматичен, смел, может в иронию. Говорит сестра, здесь бродит страшный зверь. Для понимания, я никогда не снимаю знак зверя. Мне это ничего не говорит. Это, наверное, вы между собой только там кто шарит. Ну как же ему тяжело будет в данной удаленной все потолки проверять. Начинается. Ай. По-моему, и где-то тут с потолка падал. О боже, по карте. Ты злишься все? Ладно.
Распутыватель. Ай. Еще один новый зомби. Кто-то сумасшедший. А я тебя обманул таким образом. Да, стреляй в ту сторону. Абузер. Да, могу себе позволить. Меняем сторону. Жесткий абуз. Благо мы таким пользуемся очень редко. Ай, ай. Я сам в него тупо, блин, падаю. В его тело. Сам себя убиваю, как всегда. Блин, аж отсюда опять бежать. Блин, аж отсюда бежать. Я там на лавочку не садился. Ё-моё. Какая молодец. Если вы имели в виду, что я сам себя накажу за абузы, то я сам себя в него буду убивать. Так с любым боссом можно сказать.
Хм. Так, вот это надо протестировать. И... Нет. Нормально. Дубль 2. Ау. Ау. Да ё-моё. О, он действительно быстро хилится. Заметил разницу уже. Сам себя ударяю. Ниже. Вот опять. Да, я спешу. Давай. Такой широкий. Да. Попал. Чудесно, превосходно. Одно хп. Такой себе. Опять. Ну ладно. Такая себе попыточка была. Надо просто в него не лететь агрессивно, а аккуратненько. А то я столько хп трачу из-за того, что сам в него влетаю рывками. Да, я магию использовал. Да. В никуда. Блин, 400 бусин. Здесь будет обидно их потерять. Прекрасно.
Ну. Погнали. Ну, я не могу. Мне рывок надо запретить использовать этим боссом. Второй раз. Можно считать, сколько раз я такую фигню сделал. Там надо наткнувшись по 2 хпшки терять. Хорошо. Вертолет. Вот это я зря. Это я молодец. Понятно. Кто-то сам себя убивал. Ай. Шелкоеда используй просто, если опасность потери будет. Пока вроде просто возвращаемся туда и опять все это повторяется. Так, я лучше вот так сделаю, потому что мне тут не сильно помогает конкретно в этой ситуации этот амулет с ускоренной перезарядкой ХПшки восстановления. То есть ставлю пока так, наверное. Будет наносить вспышку. Сегодня Пантеоны будешь смотреть? Если да, сегодня 4-й выложу, если нет, завтра. Ну, когда выложишь, тогда я смогу и одновременно все посмотреть. У него 1000 хп, урон иглы 13. В итоге 76 ударов надо на него. Он хотя бы самонов не спавнит. И на том спасибо. Только если вот этих не считать как самонов. Плохо.
Тут. Я уже не успевал просто. Ну, пока. Так. Не то, чтобы прогресс есть, но... Я разбираюсь в его с этим по чуть-чуть. Если душнить, он плюется самонами. А, ну я там не смотрел, чем он плюется. Вообще не обратил внимания. Это будет куча трупов, как я понял. Куча нитей, куча трупов, куча тел. Ну, да. Он так-то должен спавнить прямо во время битвы. Так задумалась? Я его недавно убивал, он спавнил прямо во время битвы. Он сам уходит. Что? Потом нарезки со стримом по Hollow Knight и Silksong будут еще? Кто ж его знает? Ну да, начинается. Даже на этом начальном уровне уже будем страдать. Должен. Ой! Что я нажал, ё-моё. Я тоже зря нажал. Хреново. Так, на какие кнопки там у меня инструмент, если что, я R1 вверх или вниз, ясно. Тайминги гениальные. Ел.
Пантеона всего 5, я имею в виду, те 2 сегодня посмотришь или завтра? А тебе принципиально? Что ли? Или ты боишься, что там какой-то спойлер будет? Я, если что, по порядку буду смотреть, а не сразу там 4-й. Мне сейчас это делать или позже? А ты что, только мне это делаешь, что ли? Я думал, ты для тебя чисто занимаешься этим, а для меня это так уже дополнительный полезный плюсик будет. Так, сосредоточились. Ну ё-моё. Уже первая ошибка, вторая ошибка. И под конец надо было попасться. Ну, красиво. Блин, я попадаюсь в его вот эту шапку. Шапка. Опять шапка, ну ё-моё. Это уже не смешно. Вообще не смешно, блин, так хорошо шел. Удобная шапка. Обидность. Ай, если у вас там что-то было срочное ко мне, то можете повторить с тегом, а то вы там много чего между собой, я смотрю, общались. Я думаю, тебе неудобно каждый день вспоминать и заходить туда. Ну а я гарантировать не могу, когда я точно посмотрю сегодня или завтра, или послезавтра.
прошлый раз там помнил про твой аккаунт, зашел, свободное время было, глянул, вот. В следующий раз опять там вспомню, зайду, гляну. Так. У меня запись уже есть, осталось только военное начало. Понятно, давай. Заново. У меня запись уже есть, осталось только настроить все и выложить. Ладно. Тогда утром. Хватило одного удара ему. Плохо. Блин, как плохо. Это было еще тогда в начале. Заново начинать. Всё сначала все пошло не по плану. Так. Дубль номер 100. Или уже 120. Опять обалденное начало. Ой. На первом же мобе. Ну что это за дичь? Ой, в самом начале такую фигню творить, это уже мехотворно. Тут уже надо все запоминать наизусть. Доброта, позитив наполняет коллектив. Ага.
Блять. Чё я творю? Стримера челлендж. Yes. Я теперь от него никуда не уйду. Это первая стадия уже столько раз была. Уже такая скучная. Мы бы сразу во вторую. Так. Вот кое-что не попробовал. Нет. Фиговая идея. Хотя если справа, по-моему, там можно было так и не. Зря еще вниз. Да, по-моему, справа тут можно, у него за спину там встать, а не на стене. А вот на левой части нельзя.
Ну как ты задел? О, начинается. Почему я был уверен, что так оно и случится тут? Прям на 100% был уверен, что меня, если не босс, то мобы тут бьют. Но зато прогресс есть. Прогресс есть. Нет, тут тоже походу нельзя. Хотя не знаю, иногда получается, иногда нет. Странно. Два раза столько урона пропустил. Ну серьезно. О боже, ну как это получилось? Опять я сам на него упал. Козел.
Внимание. Ага, прекрасно. Аккуратно, пожалуйста. Да так быстро. Это было на тоненько. Опять вовремя закилился, чуть не понял. Вот это был бы облом. Ух. Одно хп осталось. Я уже наконец-то реально запомнил почти наизусть и его мувсеты. Тупо через это наконец-то победил. Спасибо, всем спасибо. Еще один цилиндр. Медальон.
Это та самая лавочка легендарная. Надеюсь, все с белыми покоями наконец-то. Bobo, ja. Lelo Slam. Гештальт закрыт. Теперь Игорь счастлив. Угу. Вот. Теперь у нас есть стол, как вы и просили. Так, секундочку. Это что, конец? Да. Это конец. Все. Хорнет легла спать. Стол мы купили. Все, как и обещал. Вы довольны, я доволен. Стрим сегодня, конечно, не очень длинный был. Ну и что? Не смертельно. И такие бывают. Тем более вчера был Hollow Knight еще. Сегодня он не планировался изначально вообще. Ладно, следующий Hollow Knight будет не знаю когда. Обещать ничего не буду. Увидимся, может, завтра. Посмотрим, на чем еще. На сегодня спасибо всем, кто был на стриме, кто активничал в чате, кто
может, молча смотрел стрим, а в чате ничего не писал, кто в записи будет его смотреть когда-то. И отдельно спасибо тем, кто ставил лайки или вдруг дизлайки. Всем спокойной ночи, всем до завтра, наверное. И всем удачи, всем пока.